Всем привет из Питера! Города, где даже дождь поет, как мелодия. Ну что ж, садитесь поудобнее, заварите себе чашечку чего-нибудь легкого, может, кофе с капелькой джаза. И позвольте мне рассказать вам историю одного японского волшебника. Нет, не того, что в кимоно с феями, а настоящего волшебника звука Тацуро Ямаситы. Ах, друзья мои, давайте вернемся немного назад. Туда, где еще не было неона и синтезаторов, а был просто мальчик, чье сердце билось в такт будущему. Родился он в 51 году в Осаке, городе, где трамваи звенят веселее, чем колокольчики на ветру. Его отец был военным моряком, а мать домохозяйкой. И в их скромном доме царила та самая тишина, в которой особенно отчетливо слышен звук виниловой иголки по пластинке. Тацуро слушал их, и не просто так, а всем телом. Он не знал английского, но чувствовал каждую ноту как прикосновение. И однажды в возрасте, о чудо, всего лишь 3 лет он впервые сел за пианино. Не для галочки, не чтобы был, а потому что внутри что-то зазвенело. К 5 годам он уже сочинял свои первые мелодии, простые как утренний свет, но уже с той самой теплой жилкой, что потом пронизывала все его хиты. И вот однажды, а точнее в начале 60-х, в его дом попала музыка, настоящая, иностранная, с запахом далеких стран. Родители Тацуро, особенно отец, обожали американские джазовые пластинки. Представьте, маленький мальчик сидит на полу, поджав ноги, а из старого проигрывателя льется Майлз Дэвис, Стэн Гетц или, не дай бог, Битлз, только-только приехавшие с Запада, как космические посланцы в костюмах. В школе он не был заводилой, нет-нет, он был тем самым мальчиком у окна с блокнотом, в котором вместо заметок по математике аккорды. Друзья шумели на переменах, а он мечтал о том, как однажды поведет за собой целый оркестр, как Чик Кориа, которого он тайком слушал по вечерам, прячась под одеялом с наушниками. А еще, это важно. В детстве Тацуро всерьез увлекся бразильской музыкой. Да-да, вы не ослышались. В Японии середины 60-х это было почти как мечтать о полете на Луну. Но ему хватило одной единственной пластинки Жоау Жильберту. Кто-то привез ее из-за бугра, чтобы влюбиться в боссанову навсегда. И вот маленький японский мальчик, сидя под вишневым деревом в школьном дворе, напевает мелодию, в которой уже слышны легкие волны Ипанемы и запах кофе с корицей. Родители, к чести их, не мешали. Более того, поддерживали. Они видели, это не просто увлечение, это призвание. И когда Тацуро в 14 лет впервые взял в руки гитару, после того, как услышал Уэс Монгомери по радио, в доме даже не удивились. Просто поставили чайник и дали ему играть. Итак, 70-е. Токио. Город шумит, как гитара перед концертом. Молодой Тацуро уже не тот мальчик у окна, а юноша с головой полной мелодий. Он учится в университете Мэйдзи, но сердце его давно записалось в другую школу. Школу жизни на сцене. Первые шаги, как всегда, тихие. Никаких оваций, никаких глянцевых обложек. Он играет в студенческих ансамблях, подрабатывает сессионным гитаристом, пишет аранжировки для других за скромную плату и чашку чая. И вот поворотный момент. 75-й год. Тацуро попадает в группу Sugar Babe. Небольшой, но невероятно талантливый коллектив, где вместе с ним играют будущие звезды японской сцены. Ташики Кадамацу и Минако Йосида.
Это была не просто группа, это была лаборатория звука. Они смешивали джаз, соул, фанк и бразильские ритмы так, будто варили эликсир счастья. Их единственный альбом вышел в 75-м и провалился в прокате. Да-да, друзья, никто его не понял, но те, кто услышал, запомнили, а особенно продюсеры. Именно после распада группы к Тацуро приходит осознание. Пора говорить своим голосом. Не как часть коллектива, а как он сам. И в 76-м выходит его дебютный сольный альбом. О, это была не просто пластинка, это был билет в парк чудес, где карусели крутятся под фортепиано, а клоуны поют баллады на японском с легким американским акцентом. Критики в восторге, публика в замешательстве. Слишком уж это было не похоже на все, что звучало тогда в японских эфирах. Но Тацуро не шел за трендами, он их создавал. Следующие годы — это время экспериментов. Альбом 77-го уже увереннее. Тацуро записывает, пишет, аранжирует, сам почти без помощи. Он и композитор, и продюсер, и аранжировщик. Его студия как кабинет изобретателя. Повсюду ноты, провода, чашки из-под кофе и мечты, записанные на магнитофонную пленку. И еще один важный штрих. В эти годы Тацуро женится на певице Марии Такеути, и их дуэт становится чем-то вроде музыкальной сказки. Они поют вместе, записывают баллады, полные нежности, и Тацуро впервые позволяет себе быть не только мастером ритма, но и поэтом чувств. К концу 70-х он уже не новичок, он мастер, но слава, она еще впереди. Пока он музыкант для избранных, его пластинки не взрывают чарты, но зато они как домашние альбомы умного друга. С ними хочется провести вечер, налить вина, включить проигрыватель и мечтать. Все взорвалось в 80-м году. Выходит альбом Ride on Time. О, друзья, это был не просто релиз, это был манифест целого музыкального мира. Там была заглавная песня, ставшая гимном японского поколения. А название? Оно приходит почти сразу. Не гони время, не лови момент, а двигайся вместе со временем. Как будто время не враг, а партнер по танцу. Теперь звук. Он хочет, чтобы все было мягко, но четко. Чтобы фанк не гремел, а улыбался. Чтобы синтезаторы не кричали, а сияли, как стекло на солнце. Он сам пишет аранжировку, сам подбирает музыкантов, тех, кто понимает. Громкость не достоинство, а вкус главный инструмент. И вот в 80-м году в студии Тошиба Эми на прослушивании демо звучит та самая мелодия. Лейбл сначала в замешательстве. Это не диско, не рок, не acid джаз. Это что-то новое. Но продюсеры чувствуют, в этой песне есть магия. И решают рискнуть. Альбом выходит, и, о чудо, Япония слушает. Ride on Time становится не просто песней, она становится настроением эпохи. Ее включают в дороге, на пляже, в кафе с видом на море. Следующие годы — это настоящий музыкальный фейерверк. В 82-м альбом полный джазовой элегантности и соул-глубины. И там была песня сладкая, как персик, и опасная, как взгляд незнакомки в метро. Когда песня готова, Тацуро приносит ее на студию. Музыканты слушают и молчат. Не потому, что не нравится, а потому, что боятся нарушить чары. И только через минуту кто-то шепчет: это
Про любовь, которой не случилось? Нет, улыбается Тацура, это про ту, которая могла бы случиться, если бы ты не ушел первым. Песня мгновенно становится жемчужиной не только диска, но и всей японской поп-музыки 80-х. Критики называют ее джазовой поэмой в поп-упаковке. Это и был сити-поп. Стиль, который Ямасита не придумал, но сделал бессмертным. А что такое сити-поп? Это не просто музыка. Это атмосфера урбанистического лета. Это звук мегаполиса, влюбленного в закат. Это джаз, фанк, соул, диско и бразильская босса-нова, переплавленные в японском плавильном котле эпохи экономического чуда. Когда Япония в 70-х и 80-х стала одной из самых процветающих стран мира, ее молодежь, образованная, свободная, космополитичная, захотела музыку, которая звучала бы как будущее. Не как протест, не как бунт, а как радость бытия в современном городе. Так родился сити-поп. Стиль для тех, кто верит, что даже в мегаполисе можно найти уголок света. В 83-м очередной альбом, и там была музыка, которая уже более 40 лет становится духом Рождества для миллионов японцев. Речь, конечно же, о Christmas Eve, той самой песне Тацуры Ямаситы, что звучит в Японии 24 декабря во всех домах, магазинах, такси и даже в лифтах. Но как же она появилась? Токио, осень. Город уже начинает наряжаться. Гирлянды, витрины, рождественские елки в универмагах. В Японии Рождество – это не религиозный праздник, а романтический. Время свиданий, тортов с клубникой и подарков красной бумаги. И вот в тишине своей студии Тацура начинает писать. Он не хочет делать веселую елочную песенку. Он хочет создать балладу о светлом одиночестве, о том, как в самый волшебный вечер года ты все равно жаждешь одного – быть рядом с тем, кто тебе дорог. Когда песня готова, лейбл сомневается, слишком меланхоличная для праздника, но Тацура настаивает, ведь настоящее волшебство не в шуме, а в тишине между нотами. И с каждым годом эта песня становится традицией. Радиостанция ставит ее 24 декабря в полночь, магазины весь декабрь. Таких песен в Японии считанные единицы, и среди них только одна, написанная не западным артистом, а японцем, который при этом никогда не видел настоящего рождественского снега. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. А в 84-м шедевр. Саундтрек к фильму «Океанская волна». Это был альбом путешествия. От спокойных баллад до фанковых джемов, от дождливых улиц до закатов над Тихим океаном. Чудо! Тацура впервые по-настоящему выходит за пределы Японии. Пластинка выходит на американском лейбле, и даже Джордж Мородер кивает с одобрением.
А потом 86 год и альбом Pocket Music. Короткие, яркие, как полароидные снимки, композиции, идеальные для городской жизни, для метро, для кофе-брейков и для любви на один вечер. Это была музыка новой эпохи, компактная, мобильная, но и теплая, как старый свитер. К концу десятилетия Тацуро Ямасита уже легенда. Его музыка звучит повсюду, в магазинах, в кино, в автомобилях и в сердцах. Однако 90-е для него это не взлет и не падение, а размышление. В самом начале десятилетия выходит альбом, название которого не случайно – «Ремесленник». Вот кто он теперь. Не поп-икона, не король чартов, а мастер, склонившийся над звуком с тем же уважением, с каким гончар над глиной. Музыка здесь сдержанная, зрелая, без излишнего блеска, но с той же внутренней солнечной жилкой, что и в Ride on Time. Только теперь солнце не полуденное, а закатное, теплое, мудрое и чуть грустное. А в 93-м выходит рождественский альбом, полный джазовых аранжировок, нежных баллад и того самого уюта, которого так не хватало в бешеном ритме урбанистического мира. Тацуро не поет о Дедах Морозах, он создает атмосферу, в которой хочется завернуться в плед, включить свечи и вспомнить, что самое важное – это не скорость, а присутствие. Интересно, что в эти годы Тацуро все меньше гонится за коммерцией, но он не исчезает, напротив, он выпускает новые пластинки, играет на живых выступлениях, но делает это по-своему. И к концу десятилетия, когда весь мир готовится к тысячелетию, Тацуро выпускает альбом, почти как прощание с веком. Там гитара, океан, легкий ветер и ни единого синтезатора. Только акустика, искренность и свобода. Как будто он возвращается к тому мальчику из Осаки, что впервые взял в руки гитару под звуки Уэс Монгомери, но теперь с мудростью всей прожитой жизни. If you will be my love. Нулевые для Тацуро — это продолжение пути. Спокойное, осознанное, почти медиативное. Он уже не гонится за хитами, не мечтает о вершинах чартов. Он играет, потому что не может иначе. Потому что музыка — это его дыхание. И вот что удивительно. Именно в нулевые годы, когда вся индустрия рвется в онлайн, Тацуро не уходит в цифру. Он остается верен аналогу, винилу, ленте, живому звуку. Он записывает альбомы, будто пишет письма, аккуратно, с заботой, с пометкой «для близких». И, о чудо, эти письма находят своих адресатов. Молодые слушатели, выросшие на MP3, вдруг открывают для себя его музыку через интернет, через винтажные магазины, через YouTube и влюбляются. В десятые годы произошло нечто удивительное. Музыка, написанная Тацуро еще в 70-х и 80-х, вдруг взорвала интернет.
Городской джаз, легкий фанк, бразильские ритмы, синтезаторы, от которых пахнет океаном, все это назвали сити-поп. И молодежь со всего света, из Лос-Анджелеса, Сеула, Москвы, Рио стала слушать Ямаситу, как будто он писал для них прямо сегодня. И знаете, в каком-то смысле так и было. Потому что настоящая музыка не знает времени. А потом международные гастроли. В 2018-м он играет в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Париже. И залы переполнены. Но не стареющими фанатами 80-х. Нет, там сидят 20-летние, в легких рубашках, сияющими глазами, будто впервые услышали, что музыка может быть теплой, как закат, и легкой, как морской бриз. И все это время Тацура остается невероятно скромным. Никаких громких интервью, никаких скандалов, никакого пиара. Он просто делает свое дело, записывает, играет, улыбается публике. Его жена Мария по-прежнему рядом. Их дуэт стал символом музыкальной гармонии, а их совместные выступления как разговор двух старых друзей, которые длятся уже полвека. И их дуэты, например, I Love You So или Love Talking, стали драгоценностями японского соула. В 20-е годы господину Тацура уже за 70. Но, друзья, если вы подумали, что он ушел на покой, закутавшись в плед и вспоминая былую славу, вы глубоко ошибаетесь. В 22-м году, когда весь мир еще носил маски и смотрел в экраны, Тацура выпускает альбом. Это серия джазовых стандартов, переосмысленных через призму японской сдержанности и фирменной теплой гитары Тацуры. Но не как в учебнике, не как в консерватории, а как память о вечере в маленьком джаз-клубе, где за соседним столиком сидит тень Чета Бейкера, а за барной стойкой сама ностальгия в фартуке. И вот что удивительно, в 20-е годы Тацура перестает быть просто японским артистом. Он становится глобальным феноменом уюта. Его цитируют диджеи, его треки включают на вечеринках в Берлине, его обложки вешают в интерьеры в Сеуле и Лиссабоне. Но он все тот же, скромный, улыбчивый, без пафоса. Он дает редкие интервью, где говорит не о себе, а о любви к музыке, о важности тишины между нотами, о том, как важно не торопиться, даже если весь мир бежит. И знаете, друзья, что самое трогательное? В эпоху искусственного интеллекта, когда нейросети сочиняют песни за секунды, музыка Ямаситы звучит как напоминание. Настоящее искусство – это не скорость, не алгоритм, не виртуальность. Это человек, который говорит от сердца. Тот, кто умеет слушать свет и передавать его через струны. Так что, друзья, если вы вдруг почувствуете, что день стал сероват, не спешите хмуриться, включите Ямаситу. Пусть Тацура прокатит вас во времени на своей Ride on Time, туда, где всегда светит солнце, даже когда за окном декабрь. どうも皆さんありがとう。またどっかでお会いしましょう。良い夏を。